прошлых наших видео мы разбирали, что альт-сезон 18 или 21 года мы никогда больше не увидим, ведь количество монет на рынке только растет, доминация биткоина остается очень высокой, и для масштабного пампа всех альтов физически не хватает притока капитала от инвесторов. Но при этом я вам всегда говорил, что это ни в коем случае не значит, что альты вообще расти не будут. Локальный рост некоторых монет никто не отменял, ведь есть такие токены как XRP, Solana, ADA, а также Link, которые выросли от 2 до 5 раз с начала ноября прошлого года. И обратите внимание, что это фундаментальные монеты, которые находятся в топ-20. Из этого можно сделать вывод, что не обязательно покупать какие-то новые токены или мемкоины, поскольку несмотря на их рост, они несут очень большие риски, в чем убеждается каждый инвестор, который их покупает, в то время как фундаментальные монеты более стабильны и не фиксируют огромные убытки на просадке. Именно поэтому сегодня в ролике я для вас подготовил топ самых перспективных криптовалют с долгосрочным потенциалом роста. И я не просто назову тикеры этих токенов, а еще я наглядно покажу, как должен выглядеть ваш спотовый портфель, чтобы он приносил прибыль, а не фиксировал постоянные убытки. Я расскажу, какие соотношения необходимо использовать и по какому принципу нужно накапливать монеты для формирования лучшей средней цены. Поэтому если вы давно планировали собрать хороший портфель, это видео точно для вас. Ведь сегодня мы будем разбирать монеты, которые готовятся к запуску ETF, токен, в рост которого верит компания Трампа и BlackRock, а также альткоин с самым активным блокчейном. Конечно, в сегодняшний топ я бы еще добавил много других монет с хорошим потенциалом роста, но сами понимаете, для разбора каждой монеты нужно время, и ролик получился бы очень длинным. Поэтому давайте так, если вы желаете вторую часть топа, поставьте 2000 лайков, ведь только благодаря вашей поддержке новое видео выходит намного быстрее. Наглядный пример — отдельный обзор на эфир, о котором вы писали и ставили лайки, чтобы мы его сделали. Так что жмите лайк, пишите интересующие вас темы для будущих видео в комментариях, а мы будем стараться выпускать новые видео гораздо чаще. Но вы на канале Coin22, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, первая монета, которая обязательно должна быть в вашем портфеле в феврале и на протяжении всего года, это XRP, о котором мы говорили ранее. Ведь по последним данным, заявки на запуск XRP ETF могут одобрить уже в октябре, о чем, кстати, еще перед ростом на 16% первыми узнали подписчики нашего телеграм-канала. Ведь такую важную информацию мы публикуем раньше всех, а также каждый день наши редакторы делятся с вами самыми свежими крипто-новостями. И в ближайшее время в нашем телеграм мы выложим пятую секретную монету, которая не попала в этот топ. Поэтому, чтобы узнать название этой монеты, обязательно подпишитесь. Но перед разбором самих монет для портфеля, сперва давайте разберем, как вообще он должен выглядеть. Самая частая ошибка всех новичков и даже более-менее опытных инвесторов заключается в том, что все хотят купить лишь одну монету на все деньги и по самой низкой цене, чтобы продать ее на пике и зафиксировать 100 иксов. Спорить не буду, это возможно, но шансы такой авантюры очень низкие, а вот риски очень высокие. При этом вы сами понимаете, что портфель не может состоять лишь из одной монеты. Главная задача портфеля — это максимизировать профит во время роста рынка и минимизировать его убытки при снижении. Такого эффекта можно добиться путем процентного соотношения между монетами, или, проще говоря, его сбалансировать. Я всегда выделяю 3 вида портфеля. Первый — это консервативный, второй — оптимальный и третий — портфель с повышенными рисками. Консервативный портфель всегда состоит на 70 и более процентов из биткоина, который имеет более низкую волатильность и он менее восприимчив к просадкам рынка. Пример такого портфеля — это стратегия 70-20-10, где 70% от портфеля — это биткоин, 20 эфир и 10% альты. Именно такого соотношения стараюсь придерживаться я, и большая часть моего капитала для инвестирования в криптовалюту находится в биткоине. В оптимальном портфеле на биткоин приходится от 50 до 60%, в то время как на эфир 20 и на альты также 20. Ну и соответственно рискованный портфель — это тот, который менее чем на 50% состоит из биткоина, и основная часть, вплоть до 60%, приходится на альты, а также мемы. Суть такого соотношения заключается в доходности и рисках. Ранее я вам говорил, чем выше доходность, тем выше риски. И есть даже вот такая кривая доходности, которую используют на финансовых рынках, где с повышением профита растут и риски. Какой же портфель тогда выбрать, спросите вы? В данном случае все зависит напрямую от вас, и вам нужно определиться, что вы хотите: надежность и умеренный профит или высокий риск с более высокой прибылью. Лично я рекомендую делать упор на консервативный и сбалансированный портфель, ведь вначале я вам показал, что
что многие фундаментальные монеты, в том числе биткоин, выросли более чем в 2 раза, но при этом вы можете сделать 2 портфеля. Основной, более надежный, и не основной, более рискованный, на который вы будете выделять намного меньшую сумму. И в принципе таким методом я также пользуюсь. А вот что касается покупки, то здесь самым оптимальным решением выступает постепенное накопление по системе DCA, где вы закупаетесь не сразу на всю сумму, а распределяете ваши инвестиции на несколько покупок, которые можно проводить раз в неделю, месяц или на сильных просадках. Это делается для того, чтобы сформировать среднюю цену. Наглядный пример Майкл Селлер, который покупал биткоин и по 20, и по 60, и выше 100 тысяч. Но за счет этого его средняя цена составляет 65 тысяч, что позволяет ему сейчас оставаться в плюсе. Это также работает с эфиром и многими другими альткоинами, как с тем же XRP, ведь те, кто сразу на все деньги купил его на максимальном уровне в декабре, более месяца находились в просадке, хотя можно было разделить эту сумму на несколько покупок, и уже средняя цена составляла бы не 2,9, а примерно $2,5. Но почему первую монету для покупки я назвал именно XRP? Во-первых, как я сказал в начале, ожидается, что спотовый XRP ETF могут одобрить уже в октябре. При этом инвесторы оценивают вероятность такого решения 81%, согласно данным Polymarket. Действительно, сейчас все спекуляции вокруг цены XRP связаны с возможным запуском ETF. В четверг, 13 февраля, появилась информация, что SEC признала подачу заявки Grayscale на XRP ETF. Само собой, это вовсе не одобрение. Тем не менее, это означает, что вскоре комиссия рассмотрит заявки в установленный срок в 140 дней. Таймер запустится, когда документы Grayscale будут поданы в Федеральный реестр SEC, что обычно происходит в течение нескольких дней. Таким образом, если внести его сейчас, то это будет означать, что крайний срок для решения SEC наступит в октябре, и аналитики Bloomberg прогнозируют вероятность одобрения 65%, хотя после принятия самой заявки шансы явно стали выше. Данный ETF станет неким каналом для притока капитала от больших инвесторов, как это сейчас происходит с биткоином и эфиром, из-за чего XRP уже отреагировал ростом. Также долгосрочное влияние на XRP будет оказывать недавний запуск протокола по внедрению токенизации реальных активов на XRP. Компания представила новый пул токенов с возможностью RVA, которые обеспечены казначейскими векселями США. Тем временем данные CryptoQuant показывают, что база пользователей XRP увеличилась с 6,4 миллиона до 6,6 миллиона адресов в период с 14 января по 15 февраля. Учитывая высокие шансы на запуск ETF, вероятность закрытия судебного дела после подачи апелляции и развития Ripple на рынке США после прихода прокриптовалютной администрации Трампа, XRP будет оставаться в центре внимания на протяжении всего года. После пика в январе сейчас цена сформировала локальную нисходящую линию тренда и область спроса вот в этом диапазоне. Но поскольку цена сохраняет 20-дневный EMI, а также индикатор импульса движется выше нейтральной зоны, вот этот диапазон следует использовать для начала накопления и внимательно следить за пробоем этой линии, ведь это станет первым сигналом на продолжение роста. Так что, учитывая принцип накопления, который мы разобрали ранее, выделяем около 5% от портфеля для покупки XRP и постепенно его накапливаем, особенно сейчас на коррекции. В принципе, как вы можете заметить, сейчас многие монеты корректируются и консолидируются, что является хорошим временем не только для покупки, но и для трейдинга, который позволяет зарабатывать на движении рынка даже во время падения. И, кстати, вы легко можете в этом убедиться, став участником нашей подписки Coin22 Pro. Ведь, например, на этой неделе аналитики Pro предоставили готовую сделку с точками входа в шорт по монете Aptos, на которой все участники заработали от 70% чистого профита. И по такому же принципу за последние несколько дней мы заработали на многих других сделках. Вообще, подписка Pro — это уникальный инструмент для всех криптотрейдеров и инвесторов, ведь вы получаете не только ежедневные прибыльные сделки, но и пошаговое обучение с практикой со специалистами, поддержку 24/7, индивидуальные консультации, разбор прибыльных стратегий. Также конкретно под ваш депозит будет собран лучший спотовый портфель с дальнейшей балансировкой. И еще вам будет доступно много других бонусов, с которыми вы можете ознакомиться, написав нам по ссылке, которая находится в описании под этим видео. Как я говорил еще в прошлом году, с приходом прокриптовалютной администрации во главе с Трампом особый потенциал на рост имеют монеты различных протоколов, которые можно интегрировать в рынки традиционных финансов. И на сегодняшний день самым ярким представителем выступает монета Ondo, которая не только сотрудничает с самым большим фондом в мире BlackRock, но и поддерживается компанией самого Трампа. Давайте вкратце объясню, что это и какой потенциал есть у этой монеты. Ondo Finance — это протокол DeFi, который специализируется на токенизации реальных активов через
блокчейн. На сегодняшний день протокол Ondo расширился и достиг более 80 интеграций, а показатель TVL сети пробил уровень 678 миллионов долларов. Эта платформа состоит из двух основных подразделений, а именно подразделение по управлению активами, которое создает и управляет токенизированными финансами, и второе технологическое подразделение, которое разрабатывает децентрализованные протоколы. Каждый протокол управляется отдельно, через собственные интерфейсы. Но, конечно, самое интересное — это то, кто поддерживает данный проект. При поддержке фонда BlackRock, Founders Fund, Coinbase и Pantera компания Ondo предлагает несколько продуктов институционального уровня. Два основных из них — это USDY, токенизированная монета, обеспеченная краткосрочными казначейскими облигациями США и банковскими депозитами, и еще OUSG, обеспечивающий ликвидность краткосрочных казначейских облигаций. Финансовое партнерство BlackRock с Ondo началось в апреле прошлого года, когда проект начал использовать платформу токенизации Securities для запуска токенизированного фонда BlackRock. И ранее я вам рассказывал, что глава BlackRock Ларри Финк очень сильно поддерживает токенизацию, а благодаря Ondo они смогли выйти на рынок токенизированных активов. Также буквально на днях разработчики запустили Ondo Chain совместно с Franklin Templeton, Wisdom 3, Google Cloud и другими крупными партнерами. И эта экосистема уже включает таких больших игроков, как BlackRock, PayPal и Morgan Stanley. Но еще Ondo сотрудничает с криптокомпанией Трампа. В эту среду DeFi протокол Трампа объявил о партнерстве с Ondo Finance. Основная задача этого партнерства — принятие токенизированных активов и перенос традиционных финансов на блокчейн. При этом данное партнерство прокомментировал сын Трампа, и он сказал: «Наше сотрудничество с Ondo Finance знаменует собой значительный шаг вперед в согласовании традиционных финансовых систем с инновациями блокчейна. Интегрируя токенизированные активы Ondo, мы предоставляем нашей сети доступ к традиционным финансовым рынкам и новым возможностям получения прибыли, делая сферу DeFi более мощной и доступной». И после анонса этого партнерства стало известно, что компания Трампа купила 342 тысячи монет Ondo. На фоне таких положительных катализаторов Ondo торгуется в восходящем тренде на протяжении целого года. Но учитывая, что вот эта линия сдерживает рост цены, то мы можем увидеть тестирование вот этой области спроса. И после накопления ликвидности цена имеет очень хороший потенциал на разворот и дальнейший рост выше $2. Так что пока компания Трампа покупает, нужно также покупать и следить за развитием этого масштабного проекта. Но если вернуться к ETF, то самым главным кандидатом на одобрение является не XRP, а Litecoin. Ведь, как я говорил в прошлом ролике, вероятность запуска спотовых ETF на Litecoin составляет 90%, о чем заявили аналитики Bloomberg. Да, друзья, шансы на одобрение такого ETF очень высокие, ведь в отличие от других, SEC уже подтвердила заявку 19B4. Аналитик Джеймс Сейфорд и Эрик Балчунас недавно заявили, что путь Litecoin к одобрению SEC может быть самым простым, поскольку формы S1 и 19B4 уже поданы и одобрены. При этом SEC, вероятно, также рассматривает эту монету как товар. Хотя Сейфорд не считает, что Litecoin ETF привлечет такой большой спрос, как, например, биткоин, он сказал, что это все равно может быть выгодно для фондовых компаний. Конечно, ETF это не гарантия взрывного роста, живой пример эфир, но тем не менее ажиотаж до и после одобрения, конечно же, будет, что само собой отразится на цене. При этом, если на монету есть ETF, то это своего рода зеленая галочка, которая отмечает монету как надежный актив для больших фондов. Окончательный срок для принятия решения SEC находится между 2 и 18 октября. При этом официальное решение может быть озвучено и намного раньше. Данные в сети показывают, что за последнюю неделю Litecoin пережил трехзначный всплеск чистого притока крупных держателей. По данным Into the Block, за этот период он вырос на 103%. Крупные холдеры относятся к адресам китов, которые держат более 0,1% оборотного предложения. Их чистый поток измеряет разницу между монетами, которые эти инвесторы покупают, и суммой, которую они продают за определенный период. Когда актив испытывает всплеск потока крупных холдеров, его адреса китов увеличивают свои запасы. Это бычий сигнал, обычно вызывающий восходящий ценовой импульс, поскольку эти крупные инвесторы делают ставку на будущий рост. Более мелкие инвесторы часто следуют за этим трендом, рассматривая рост активности китов как признак уверенности. По мере накопления китов растущий спрос может вызвать дальнейший рост цены. Сейчас цена монеты пытается вырваться из сужающегося треугольника, но учитывая сильное сопротивление в диапазоне $130–140, цена может вернуться вот к этим уровням, прежде чем выйти из этого треугольника и продолжить свой рост выше уровня $150. Таким образом, это является отличной возможностью купить его вот на этих уровнях перед одобрением ETF, так что будем ждать официального решения от SEC. А завершает наш сегодняшний топ монета Solana. Во-первых, SEC признала несколько заявок на Solana ETF, увеличив шансы на их одобрение. Во вторник SEC объявила о периоде публичного обсуждения для ETF компании Canary Capital. Агентство
Агентство также признало такие же заявки от Vanek, 21 Shares и Bitwise, что приближает их к одобрению. Такой шаг открывает официальный период для принятия решения. У SEC есть 21 день, чтобы одобрить, отклонить или продлить рассмотрение этих заявок. Хотя задержки являются обычным явлением, многие аналитики предполагают, что ETF на Solana также одобрят в этом году. Цена Solana пытается восстановить уровень $200 после недавнего падения ниже $190. Такой отскок происходит, поскольку рыночная капитализация приближается к уровню 97 миллиардов, что отражает возобновление интереса инвесторов. Тем временем индикаторы предполагают, что Solana может получить дальнейший импульс, если сформируется золотой крест, что потенциально вызовет рост выше $209. Однако, если давление покупателей упадет, то цена Solana может протестировать ключевые уровни поддержки 187 и $175. Также киты, которые держат не менее 10 тысяч монет Solana, за последние дни сократились, что создает дополнительное давление на цену. Однако после достижения уровня в 5053 количество китов начало расти. Это медленное восстановление может указывать на возобновление доверия среди крупных инвесторов. На графике индекса направленного движения ADX Solana составляет 18,7, что ниже значения в 22. Снижение NDX указывает на ослабление силы тренда, что может продлить текущую консолидацию Solana. Но при этом, если давление покупателей продолжит расти, то Solana очень быстро восстановит восходящий тренд. Под конец недели Solana упала ниже уровня $200, поскольку появилась информация о том, что платформа PopFun отправила на биржу Solana на сумму $28 миллионов для продажи. Тем не менее, TVL-сети стремительно растет, а ее цена сохраняет восходящий тренд с конца 2023 года. И поскольку сейчас цена тестирует поддержку на 200 EMI, а индикатор RSI находится в диапазоне перепроданности, Solana готовится к развороту и росту на фоне общего восстановления рынка. Поэтому, если в вашем портфеле нет Solana, обязательно добавьте и сделайте первую покупку вот в этом диапазоне. А после также ожидайте информацию от SEC касательно ETF. Конечно, у меня для вас есть еще многие другие токены, которые стоит добавить себе в портфель, в том числе и с более высокими рисками. Поэтому, как я сказал в начале, набираем 2000 лайков и вторая часть будет на канале. Также в комментариях пишите, на какие монеты стоит сделать отдельный обзор. Дополнительно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Подписывайтесь на телеграм-канал и скоро увидимся. Всем желаю удачи, до скорых встреч.